Ну, шо ж. Так, стрим пошел нормально. Здорово, дорогие друзья, с вами, собственно, как обычно, Fomix. Собственно, добрый вечер. Сейчас мы наконец-то увидим версию 3.0, а самое главное... ну вы уже ее смотрели, ребят, я не смотрел, просто только домой пришел, серьезно, ни хрена не знаю, что там будет. Самое главное... ну вы уже ее смотрели, ребят, я не смотрел, просто только домой пришел, серьезно. Ебаный насос. Пиздит и пиздит. Ча, вроде отрубил. Этого пидора. Не, настроиться надо, тут немножко... Я до сих пор не смог себе установить два монитора, мне сложно будет смотреть стримы, ваши комментарии на одном мониторе. Здорово, всем здорово. Здоровки. Чё, как обнова 3.0? Я серьезно, я ее не смотрел. Я, как обычно, вообще проебал ее. Даже не знал, что на сегодня будет. Добавили ли там ККИ, добавят 3.3 или как? Или ничего не добавят? Это самое интересное. Так, надо подготовиться, подождите. Может, качество будет... Не, нормально. Подождем. Чай, может быть, получше добавят? О, ты ККИ ККИ добавят. О, заебись. Заебись. Это самое интересное. Ча. Почилим перед этим. Перед началом. Я даже Геншин открывать не хочу. Короче, ни хрена я не копил крутки на Скоромучу. А зря, наверное, Скоромуч пиздатый. Сейчас кто будет ныть про Геншин? Нахуй забаню. На моем канале можно ныть про Геншин только про его отвратительные диалоги. Во всем остальном Геншин пиздат. Будешь разбирать геймплей Скары? Если я его выбью. Я хуй запил на Геншин. Нет у меня кемов. А с моей удачей я больше года не могу выбить 50 на... Ну, с 50 на 50. Ну, короче, ивендового персонажа 50. Он мне всегда только 100% выпадает. Да, во-первых, а во-вторых, у меня, наверное, даже на 50 не будет. Короче, не знаю. Надо взять себя в руки и начинать собирать эти самые... кристаллы. Ну, 10 дней осталось, я думаю, не соберу. А донатить денег нет особо. На стриме геймплей покажут. Ну, заебись. Ну, они и должны были показать. Ну, это логично, они на каждом стриме показывают геймплей новых персонажей. Так, конечно, жалко, если Скоромучу не выбьем. Вот. Короче, вот это да, 3.3, это самое главное, это как и я ее ждал. 2 обновы. Так, что там у нас через 10 минут? Сейчас я, может быть, другую веб-камеру настрою. Прикиньте, я, короче, сегодня впервые за 2 месяца покупался в море. Ну, в Таиланде. Блин, какое здесь пиздатое море. На пляже. Че, потрясающе. Не то, что эти, как его... Тот же Геленджик или Ялта вот с этой галькой отвратительной. Фу, господи, как можно сделать курорт с пляжами с галькой? Жесть какая-то. Не, можно сделать, если вы туда песка насыпите. У меня даже просто во Владивостоке, пляжи, ну, они песчаные. Даже во Владивостоке курорт мог бы быть. Ну, там, конечно, не так тепло, но все равно.
Я сегодня обгорел, невероятно обгорел. Просто весь красный, мне завтра, наверное, все болеть будет. В общем, ни хрена не работаю, просто хуй пинаю целыми днями. Видео никак сделать не могу. Сейчас, подождите, настрою вебку. А чё картинка такая, типа мега отвратительная? Так и должно быть. Вообще какая-то мега отвратная картинка. Ладно, подождите, я сейчас камеру поставлю, более пиздатую вебку сделаю. Ща. Че, кое-что попробую. Сколько там? 9 минут осталось? Ага. Сейчас кое-что включу. Ща, подождите, я настроюсь немножко по-другому. Вот типа так. Что-то как-то ни хрена не четкая камера. Тут это стрёмная камера за 2000 рублей, как-то почетче, чем айфоновская. Что там, 7 минут осталось? Ну, тут вообще, чтобы увеличить качество вебки, надо программу покупать. Премиум. Но как премиум в наше время, где я вам премиум найду? Это что-то даже не знаю. Бля, не то. Ну, давайте я это уберу все-таки. Нет, не это. Че пизже? Нет, не это. Верни. Бля. Сука. Похуй, пусть будет так. Секунду, я потерял стрим. Вот он нашел. Привет, Фом, да, еще раз привет. Мыльный дед. На вебке снизу словно туман. Может, у меня камера... Бля, где тут камера? Где-то, подожди, здесь камера типа вот здесь где-то камера. Короче, может, у айфона говно камеры. Ну, серьезно, да. А мне было видно дырки в моих зубах.
У меня в зубах до хера дырок. Это реально, это как будто почетче. Ну, раньше такого не было. Раньше внизу камера была. А, ладно, все, в пизду. Будем тогда на убогой камере 2000 рублей. Ну, 1000 рублей. Серьезно, вот эта вебка, которая я сейчас пользуюсь, 1000 рублей стоит. Камера почетче, чем в айфоне. Может, свет неправильно настроен, не знаю. Кое-что уберу. Бля. Все, я убрал кадрирование, из-за этого будет херово. Все, в жопу. Чё, кто смотрел? Обнова заебись? Logitech? Что? Не, вебка, кстати, Авермедиа. Не, по-моему, я дороже ее покупал. Все, извините, нормальная вебка. Нет, не 1000 рублей. 2000 рублей, что ли? Зачем iPhone нужны после этого, не говори. Прикиньте, короче, меня пацан... Ну, я сегодня в барбершоп сходил. Не, пацан подстриг за 200 рублей. 200 рублей. Ну, типа... У нас в России, там, знаете, самое убогое парикмахерская, там, модельную делаешь, там, рублей 600. А в барбершопе, ну, там, смотря какой барбершоп, там, от 800 до 1200, сейчас уже даже дороже, наверное. А тут, ну, в барбершоп сходил, пацан за 200 рублей, ну, он был максимально такой обычный, максимально простенький барбершоп. Да, ну, 200 рублей, я такой, ничего так. Нормально. За 350 стригусь? Нет, я все же... Не, когда-то помню, давно я стригся за 100 рублей, потом за 120. Потом эти 120 как-то каким-то образом за все это время превратились в 500 рублей или 600 модельная стала. В военкомате на лысо за 100, я думаю, в военкомате бесплатно. Чем занимаешься там, пока не стримишь? Ну, я говорю, я сегодня на пляжик сходил. Еще пришлось, ну, мне нужен был интернет, я без интернета пошел. Зашел в Starbucks. Господи, я не понимаю, почему существуют Starbucks. Ну, я 3-й раз в жизни зашел в Starbucks, я был в Корее. Сейчас уже стрим начнется. Попиздеть не могу. В Корее, в России и в Таиланде по одному разу был. Нахуй, почему они существуют? Абсолютно, стрёмный кофе. Ну, не стрёмный, он обычный, стандартный. В маке вкуснее капучино. Я беру обычно капучино. В маке вкуснее капучино берется. Ну, кстати, в маке очень вкусный капучино. Там стоит 80 рублей большая. Там маленький капучино в Старбаксе, сука, стоит 300, рублей. Уёбищный капучино 300 рублей стоит. Да какого хуя их покупают? Этот Starbucks везде разросся. Ладно, если бы там еще вкусный кофе был, но там, блядь, отвратный, дорогой кофе. Блядь, это въебывает. Они разрослись, эти Starbucks. Это же, блядь, Starbucks. Я, наверное, ору, тут соседи рядом. Тут... Я не понимаю, и реально люди в это ходят. Ну, меня выбило, я сегодня купил, сказал маленький капучино. Она такая, 300 рублей. Я, ебать, 300 рублей, нихуя себе. Да у меня стрижка дешевле стоит. А я в Starbucks зашел, чтобы, такси заказать, потому что у меня интернета не было. Собственно, чтобы посидеть, кофе попить, собственно, заказать такси. Такси, сука, стоит. Кофе, сука, как 2 такси стоит. Проблема белых людей. В смысле белых людей? Я не понимаю. Я реально не понимаю. Вот зато бренд. Ну да. Нахуя нам вкусный кофе? Вот реально есть, очень много точек кофейных, которые... Как будто у Старбакса, не знаю, монополия на кофе.
И он может задвигать такие цены. Ну нет, блядь. Ладно. Это так мое нытье. Да даже на заправке вкуснее будет. Норм пляж Тая. Ну, я в одном покупался, да, очень пизда, очень теплое море. Ну, в принципе, наверное, ну, песочек, теплое море, очень красиво. Да, хорошо, очень хорошо. Наверное, самое теплое море, которое я когда-либо купался. Там есть другие пляжи. Ну, там, знаете, пальмы везде. Кайфово. Ну, я один пошел, вещи скинул этим спасателем. О, ща попрет. Так, со звуком все нормально. Что там, погромче, потише. А, ебать, подожди, где русский? Немецкий, какого хуя немецкий? Русский. Бля. Ща. I've been investigating the area and have already figured out all the plans for the event. Of course, I can tell you all the details. We're practically family. I'm Max Middleman, and this is the Genshin Impact version 3.3 special program. Let's roll the version 3.3 trailer. Ну чё, ты что-то таратаки делает. Да, какая жена из стаек? Странные слухи и истории. Да, Ратаки самый пиздатый. So, is there really a ghost around here? Why this time I have a feeling that it's staring right at us? Are you talking to me? Там что, какое-то типа событие Хэллоуин будет? Ну что закончилось? Шут? Кабукимоно, что? Did you really think you would be able to see through my plan? Dottore. Dottore. In that case, I'll take some time for myself now. Музычку шикарно добавили. Если громко или тихо, говорите про звук. Тоже... Ой, извините. Максимум, новый герой? Я не знаю. А я не посмотрел, сколько звезд. Не увидел. Scaramouche. The mere fact of your utility does not make you indestructible. Один мальчик, девочка. Ну, короче, история будет, видимо, сюжет, связанный с этим. С этим пацаном. О, да, напишите мне 3 промокода. Надо их написать в описании. Подожди, что это? Это скоромочие по... Ну, у него между рук. Это он сам себя, что ли, держит? Или кто это? Там тоже у пацана пиздатая шляпа. А, с телеги? А, все, спасибо, Озук, спасибо, что кинул в телегу. Как бы всем уже похер, все уже смотрели, но, может, есть такие, как я еще просто не смотрел. А почему ты не показал вывод сков? Или там нельзя выводить? Не, я выводил. Ну, я не выводил. Ну, я выводил на Binance. Я уже выводил там. Да я не знаю, есть уже смысл.
Ну, типа там несложно, просто вывести с этого, потом вывести на Binance. Я не вижу смысла там показывать что-то. Хотя я обещал, да, что покажу, но там, по сути, все достаточно просто. Max, the one and only middleman, voice of the one and only Arataki Ito. And I'm Patrick Pedraza, voice of the Wanderer. But up until now, travelers have only known me as Scaramouche, and everyone's been battling me in the game lately. Yeah, that's true. But to be fair, it's a really cool fight. It's a really cool fight. Yeah, I know. Anyway, I'm super excited to have the chance to share some upcoming content with everyone. What did you all think about that trailer? Okay, so I definitely saw Irminsul in there, and I am really excited to find out more about it. Yeah, that trailer had everything. It had everything. It had action. Слушайте, кстати, по трейлеру что-то ничего особо не показали, такое чувство. По начальному трейлеру все было, кроме ура Аратаки, что-то все какое-то было посредственное. Well, speaking of that, Я надеюсь, сюжет Скоромучи будет не водной хуетой, боже. Everyone's wanting to know is how he'll become the Wanderer. Yeah, for sure. And there's quite a story behind that. If you're interested, then be sure to play through the Archon Quest Interlude chapter, Inversion of Genesis. There is so much to learn in this quest, so I hope everyone checks it out. Oh, come on, man. You can't just leave everyone hanging like that. How about some hints? Come on, please. Please. All right. How can I say no to a cute chibi-ito? You can't. Here's a little preview from the quest. Отрывок из задания. Давай, что там? Это опять то самое дерево. We ran into two people at the academia today talking about an essay. Turns out their topic was about the Tatarasuna incident. From what they were saying, it sounded like lots of Tatarasuna's history is still unexplained. And most of the information we have now is just from people filling the gaps with their imagination. At least that's what they thought. Well, they guessed right about one thing. Tatarasuna was sabotaged. А вот это да? А что показали? Что они на фоне этого синего дерева что-то рассуждали? Ну, походу, ребят, сюжет последующего будет хуйта. Что-то вот это весь отрывок, который они показали. Не, надеюсь, они скрыли самое интересное, конечно, но зная Геншин, от них лучше ждать душной хуеты, чем чего-то качественного. Ну, я ладно, опять просто ною. Странник? Это Скоромучи, что? Типа, у Скоромучи будет имя Странник. Yeah, for sure. But I'm afraid that's all we can show for now. Travelers will have to experience the story for themselves in-game. I mean, it's better to explore the storyline without too many spoilers, right? True. Yeah, I guess you're right. Okay, we'll leave the rest for travelers to discover themselves. But the Wanderer is also going to be a new playable character in version 3.3. So let's talk about that. Да, как-нибудь эти гемы добить-то на Скоромучу. Блин, надо пацана выбить, а я... Хуй пенала не собирал гемы, блин. Я, наверное, не смогу его выбить. Скоромучий пиздат. Слушайте, я его, наверное, не выбью. А он водный, да, получается? Да, водный. А, нет, ветреный. Ветер. У него сзади это круг, похожий на как у этого, господи, электроархонта. Not the same as the Traveler's Windblade, though. Okay. So, as everyone Ну, шляпа, конечно, пиздат. О, он летает. О, боже.
Upon using his Господи, это elemental тот skill, герой, he которого will надо first deal AoE damage выбивать. before leaping into the air and entering a hovering state. So while hovering, пиздато the летает. Wanderer's normal and charge attacks will be converted into Kugo Fushudan and Kugu Tofukai Я respectively. какой хороший прическа, кстати, спасибо. 200 рублей, пацан, за 200 рублей постриг. Their damage will be considered normal and charge attack damage, respectively. Also, Kugu Tofukai will not consume stamina, and he can remain hovering for a certain duration. That's so awesome! He can fly! I know, right? But he can't stay hovering forever. While hovering, the Wanderer constantly consumes Kuguryoku points to Кугурё, maintain his расходует hovering кугурё. state, which is the blue meter you see on the screen. Even if Это he типа doesn't синяя move or attack, стамина. hovering will still У нее consume собственная Kuguryoku стамина для points. полетов. Ёб твою So мать. this mechanic Кугурё. works a little differently than our typical stamina У meter. нее типа своя There are собственная many выносливость possible actions есть. the Wanderer can perform while hovering in the air, which all rely on Kuguryoku points rather than stamina. So, for Прикольно. example, sprinting mid-air will consume additional Kuguryoku points to accelerate mid-air, and holding the sprint button will cause persistent point consumption to maintain speed. So, this effect will replace his default sprint. Jumping expends extra Kuguryoku points to increase hovering height. Holding jump will cause persistent Kuguryoku point consumption to keep increasing hovering height. Of course, running out of points will end his hovering state. Oh, okay. So travelers will need to plan their actions while hovering. Exactly. So, with his talent, Jade Claim Flower, when casting his elemental skill, if it contacts Hydro, Pyro, Cryo, or Electro, that instance of the skill will receive a corresponding buff effect depending on which element was contacted. Мне кажется, да, Скрамучо будет имбовый персонаж. Increasing his Kuguryoku points cap, attack, crit rate, or restoring a set amount of energy upon hitting opponents with a normal or charged attack. The Wanderer can have up to 2 different kinds of these buffs simultaneously. Ooh. Oh, look, check that out. Part of the halo behind him changes color depending on the buffs you get. So travelers will be able to easily understand what effects the Ну да, его Wanderer атаки еще currently has. приобретают I like that. свойства других It's helpful and элементов. still looks really cool. Yeah. So Кроме after там unlocking камня, another может, talent, и Gales of дендра. Reverie, when the Wanderer is in the hovering state, if his normal or charged Пиздатый, attack hits an enemy, пиздатый. there is a set chance to gain another buff effect, allowing him to sprint mid-air without consuming Kuguryoku points. Additionally, this buff effect will fire wind arrows to attack the enemy. Ooh. Oh, dope. I'm sure extra buff effects like that will go a long way for players when they're in combat. Yeah, for sure. And if you've noticed, there is a colorful aura of light around his body to indicate when that buff effect is triggered. I saw that. That's pretty cool. I love all the detail they've put into the Wanderer. Alright, this brings us to the Wanderer's Elemental Burst. Yay! So, check this out. Upon unleashing his burst, Короче, просто he происходит compresses the взрыв. atmosphere and stomps it down toward the Ну, enemy. что-то So ульта у него, ну, travelers should такая note that if скучненькая, the как по Wanderer мне. is in a hovering state when he unleashes his burst, then Просто the hovering взрыв. state will end and he will begin descending after the burst is completed. Okay, this stomping animation is a little aggressive. Yeah, but it's cool. I know, and it actually suits his character. Mm-hmm. Yeah, I can't help but agree. Он же такой корочный, когда язык показывает. Ой, не могу. Ah, yes. This Пиздат. is an interesting one. The Wanderer can А, decrease что the там, lore новые эти required артефакты when или подожди, или ascending что bows and это? catalysts. Hey, now, you can never А, complain это about оружие. saving more, huh? Am I right? Okay, Huh? that's true. All right, now that we've Типа seen the под Wanderer, него- let's move on to the next new Его character. катализатор. Are you ready? I'm ready. Yay! На атаку. А, ну-ка, дымок. What did you say? Так, это, наверное, сюжетное I'm событие? old now, so every other О, phrase да, escapes новый my герой, ears. новый герой. Try calling me Madam Faruzan. Профессор And I'll see if I can Фарузан. pick that up. Где ты была, когда нашего Дендра Архонта пиздили? Где ты была все это время? Почему тебя не было в сюжете? What is it that you would like to learn more about? Где вы, блядь, все пропадали, новые герои, потом, когда потом вы появитесь? Elemental monuments? Huh. Wait. Did you forget to call me Madam Faruzan just now when you asked your question? Whoa. What? Потом оказывается, что, знаете, в основном сюжете не участвовало охуенное количество героев. She sounds sassy. Где-то они пропадали все это Smart время. too. She seems Что-то не so посмотрел, awesome. сколько, я не вижу, сколько звезд. I wonder
her skirt's made I out know of. her Не design is показывают. so cool and really На detailed. I love 5-звездная it. или 4-звездная? So, even though she looks super young, she's actually an old person? Like, where's my teeth? Well, she's not that old. Oh, right. Could've fooled me. Faruzan's age is probably still nothing compared to Scaramouche. Mm-hmm. But let's call Четырехзвездная? him the Wanderer, Sarah. Please. Okay, you know who I meant. Она со Скарой Actually, будет. now that I think about it, yokai can also live a really Фарузан? long Да time не, too. нормально, That's господи, right. Yeah, нормальное no, and имя. speaking of age, isn't the traveler's age also kind of mysterious? Mm-hmm, that's true. It looks like all of our characters are intriguing. But it's safe to say that Faruzan is way older than most people in Ну, не Tibet. знаю, как по мне такой Faruzan works персонаж. in the academia's Господи, Haravatat еще один Darshan, персонаж and has been a Геншина Hairband, стандартный. which Ну, roughly means Скоромучий, mentor for конечно, over a поинтересней. century. So, I bet everyone out there is wondering if she's also some kind of creature blessed with long life, you know? Like Klee? No, she's actually just your regular, typical Что-то, human кстати, не being. вижу, она Well, водная. maybe not so typical. About 100 years ago, Faruzan was an undisputed genius, Около 100 traveling лет all назад around почти. Sumeru and solving many puzzles and mysteries. The notes she left behind eventually became the basis of mechanical research for later generations. Whoa, she sounds pretty amazing. But later, she accidentally stumbled into some ruins while trying to solve a puzzle. There, she encountered some strange Она phenomenon бафает that самого stopped her Скару, from причем eating, неплохо and was так. trapped Ну, there for nearly это логично. 100 years. She eventually solved Когда the puzzle and в was пару able to персонажей finally return to ставят, Sumeru. ну, это логично. Can you imagine being trapped in a puzzle for 100 years? Wait. So that's Ну, Скара, я так понимаю, бафуют, в принципе, все персонажи, ну, Yeah. And even кроме now, she still земляных has the pride of a и, scholar in her heart and is a very talented ну, person. Дендра персонажа. Хотя It's just Дендра that тоже after может being быть. separated from the world for so long, Будешь she's крутить kind of Скоромучу? fallen Ну, я behind the говорил, times что now. я в болт забил на Геншин, нет у меня гемов. У меня, She скорее всего, was once a proud не будет researcher гемов. in a niche Скорее field всего, that нет. has Ну, become если мне unpopular after задонатят 100 years. тысяч, сколько там So, стоит, is не знаю, she тысяч still 10. completely dedicated Ну, to наверное, her field? попробую. Yep. And she often tries Ну, using хуй, her конечно, old не age 10 as a тысяч means of задонатят, drumming up но support ладно. for her ideas. However, I think she'd prefer to be complained about for using her seniority Так что rather than garnering sympathy for her хуй буду experience сосать, а being не trapped in крутить the room. Скоромучу, что Yeah, поделать. sounds like she's quite the character. I know, right? Okay, so now that Но we've covered her Скоромучу надо backstory, выбивать. why don't we take a look at Поинтереснее Faruzan's она, чем abilities in combat? Лайла, по крайней мере для меня. Опять же, узконаправленный саппорт для Скары, Хейдза. Я понимаю, ну, вы, может, судите в плане полезности, но, господи, в Геншине так до пизды героя вышло. Ну, Геншин, сука, не соревновательная игра. Ну, как бы там нет никакой сложности. Зачем еще, я, ну, не понимаю смысла, ну, зачем ждать каких-то новых персонажей, которые будут, не знаю, более, Yes, there's so much не знаю, лучше geometry, собираться and в I took пачке. It looks so cool. Когда это на данный момент, как по мне, для прохождения, да и в целом не важно, потому что бездна и так уже можно, ну, кто хочет, и так уже может ее проходить на все звезды. Сюжет проходится вообще от балды. Ну, там никаких сложностей нету, это реально только по фану, типа ждать новых героев, которые лучше подходят под пачки. Я в Геншин играю по фану, и вот все новые герои, но я сужу героям по внешности, по геймплею, ну то есть как приятно ими играть или нет, как они выглядят. Не, ну если ей приятно играть, то может быть, но... It'll apply a mark and create a vortex after a short delay. Вайфушек. Ну да, играем ради вайфу. Вот, да, также Геншин играем еще ради вайфу. Ну, она как вайфу довольно простая, довольно пресная. Не знаю, как это, вот клип пиздатая лолька, а это как пресная девочка. The time required for fully charging Faruzan's next shot will be reduced, and the arrow will reduce the target enemy's animo resistance. In her elemental burst, she deploys a dazzling polyhedron and releases a whirlwind pulse. Throughout its duration, просто ради the dazzling коллекции. polyhedron Ради will коллекции можно continuously еще, move да. along a triangular path. Once it reaches each corner of that Вот Скара triangular надо path, выбить, потому it что will он, блядь, unleash one летает, more потому что у него whirlwind pulse. пиздатая шляпа. One minute she's here, Его надо выбить, потому что у него пиздатая шляпа. Все, он нормально выглядит, в отличие от остальных героев, которые похожи друг на друга или какие-то скучные, пресные. Вот Скара очень сильно отличается. I know jokes are funnier
funnier than that. It was pretty All funny. right. Anyway, let's hear what effects these whirlwind pulses have. Sure. When the whirlwind Сейчас они pulse разбирают, hits насколько она opponents, полезна it will decrease ее their эти animo resistance. It скиллы, will но мне also что-то apply an так animo damage buff похуй. effect to all nearby party members when it's unleashed. Travelers should note that the effective range of this buff is quite large, and it's not just within the whirlwind pulse itself, so there's no need to go chasing the polyhedron. After unlocking her talent, Lost Wisdom of the Seven Caverns, when a team member uses normal, charged, or plunging attacks, elemental skills, or elemental bursts to deal animo damage to an enemy, the damage will increase based on Farazan's base attack. This effect can only be triggered once for a certain duration of time. Oh, so it seems she'll be the solid support. Yeah. Totally. Да, она And хороший as a персонаж researcher поддержки. of mechanics and puzzles, Farazan has taken it upon herself to explore many ruins, with her travels taking her Когда с ним all баннер, ну across через the 10 mirror. дней, Her как exploration обычно, count через reflects 10 this. дней And будет she Скар gained с more этой rewards when девочкой. dispatched on a А, Chimera кстати, нет, expedition for 20 кто знает, I'm sure Скар no other первым mentor баннером будет или Haralatab каким? has 100 years of experience in solving puzzles. Yeah, I gotta say, this Первым, is наверное. pretty hard to beat. So, Лучше, the конечно, big последним, question может is, быть, я when тогда еще can успею we хотя бы на expect 50 на to get 50 these new накопить. characters? That is a good question. Let's talk about the upcoming event wishes. In the early part of version 3.3, А, вот, the Wanderer первый, and да, Aratachi сука. Ito will be available via their own event Твою wishes. мать. Farazan will also be making her debut in these event wishes. Не могли In the во later второй part of version поставить, ну 3.3, ёб твою we'll be мать. seeing rerun event wishes for both the Raiden Shogun and Kamisato Ayaka. Окей. And last but not least, the new Ой. 5-star catalyst, Tule Tula's Новое Remembrance, will be оружие. appearing in a new weapon event wish. And that's not all. In version 3.3, two brand new Значит, не artifact выбью я series will become Скоромучу. available. So Блин, travelers пиздатый should be sure to персонаж. check out the corresponding domain. Woo! More artifacts! All right. I hope travelers will have Не fun знаю, может быть, experimenting and ну, trying в new течение 2 combinations недель with успею these. выбить, пока еще баннер Okay. работает. We've already talked about a ton of new content, so why don't we take Ну, a буду quick break выбивать. with Наверное, another Скоромучу redemption буду code? пытаться Sounds выбивать. good. Roll out the code. Woohoo! Но в первый день не смогу выбить. Если чего, я не написал в описании эти промокоды, в телеге написали промокоды. Чтобы у меня все на нахиду потратились гемы. Жалко. Что так долго? Welcome back to the version 3.3 Ну это, видимо, special зонт. program. Это что, это меч Okay, такой? Patrick, what do we have next? So next, we'll be covering the upcoming events for the new version. That's right. We've already mentioned the Test of Courage event, and I'm sure plenty of you А, were это реально wondering меч. about that, so let's start there. Непонятно, двуручный или нет. You must be here to participate Принять in the участие test of в courage. испытании смелости. Already see a dark aura surrounding the two of you. Это в этом, в Инадзуме. Carelessly go running into the event. All it'll take is one little misstep. The darkness will swallow you up. Some strange and unusual Понятно, это то и с things may лисихой occur along the связано. way. Там была If you такая, feel you can't handle it, you may withdraw from the event типа at any призрака. time. This is your Слушайте, ну меч last пиздато chance. выглядит. I'll Меч count it надо down. выбить. 3, 2, 1. Welcome to the test of courage. Enter at your own risk. На самом деле, все вот эти мини-игры меня уже, ну... Я уже даже события вот эти пропускаю. Yeah, I mean, Совсем it уже. is a test of courage, so I'm sure there'll be some scary stuff going on there. Будет Ain't страшно. Anyway, to successfully clear this event, we'll be facing a series of little tests. Ooh, what's this? Меч халявный, понятно, что халявный. Yes, that's right. Word has it that if you walk around the test of courage, you might find yourself encountering a special sort of game. We've already got the rules down, so I'll do a quick introduction.
Basically, travelers will have to control a bouncing bar to ничего bounce a так ball and use слухайте, skill вот ball это effects to break as many bricks as как, possible. кстати, эта игра называется? Liking this one. Seems pretty straightforward. During the game, travelers will be able to trigger Слушайте, elemental reactions to break пизда, bricks more effectively. вот это Nice. not It has bad. elemental reactions. То есть прикольная We can мини-игруха. control the character to move the bar. When the character we're using is either pyro, hydro, cryo, or Что-то мне electro, тут the придумывают corresponding всякое. element will be Слушайте, applied вот to the bar. стараются By разрабы. switching Что-то... characters, you can change the elements Понятно, of the что bar. все эти мини-игры, они, ну, очень слабые. О, да, даже раздвоение шарика, я охуеть. Охуеть. Не, ну это мне нравится. Yep, you nailed it. Это они The заебись. bar will add the element corresponding to your character. Просто знаете, вот было событие недавно тоже, типа ты должен был свой магазинчик прокачивать, типа ты там что-то продаешь. На первый взгляд прикольно звучало, а потом играешь, такое говнище было скучное. Вот это вот что-то даже замутили. Арканоид? Ну, может, арканоид, да. Геншин живет по всех жанрах по чуть-чуть. Ну, не то чтобы по чуть-чуть. Нет, он просто берет вот эти вот игры, мини-копирует разные, типа, да, прятки, тут аркадные игры. Да. Там Tower Defense. Ну, это когда это он события, такие мини-игры делает. Я удивлен, что он, да, он такое может, Геншин. Движок Геншина может вот столько мини-игр сделать. В Тофи бы такой. А в Тофи тоже много таких мини-игр. Ну, что-то в Тофи как-то мне все эти мини-игры. Да и здесь все эти мини-игры так. Ждем шутер. Да, что у Геншина реально шутера нет. Alright, let's move on to our next event. Okay, so next up, we have a race event called Across the Wilderness. Your Стрельба по objective, мишеням. collecting balloons. Нихуя себе! Стрельба по мишеням. I know, right? So, in this event, each stage will have wilderness balloons scattered all around. Travelers will need to не, find подожди, это as что-то. many wilderness balloons as possible within the time limit to earn Это все-таки increasingly обычно better это rewards. беготня с препятствиями, So, during the извините. challenge, travelers will Это be я able to подумал utilize their другое. character's skills and talents. So, it'll be important to assemble the right team depending on the traits and terrain of the challenge area. Oh, interesting. Yeah, so travelers can also Потрясающе. use something called the Wilderness Compass to obtain various buffs, which Вон include Батлеров enhanced топ jumping добавили, ждем то же capabilities, самое в Кекше. increased movement speed, or unlimited stamina. Ненавижу etc. батл роялы. Ну However, ладно. you can only claim one buff during each challenge. You must Поиграл я в Тофи в Battle Royale. Ну, давно еще. На китайской версии. Одного раза хватило. Or interacting with blessed energy in the challenge. Or you can always wait for the compass to passively charge over time. Yo, this event looks pretty crazy. It's almost like watching parkour. Паркур. Yeah, there are two different kinds of wilderness balloons in these challenges. The first is harvest balloons, which will increase Я даже не the читаю, overall что они там progress of your говорят, search но for я думаю, wilderness там balloons. The other kind is это не sonar особо balloons, важно. which will cause several harvest balloons to appear around you for a set amount of time. That's awesome. Мы и So так there все will be видим. 5 stages available for this event, and travelers will need to consider the conditions and terrain of each stage to come up with the best way to complete it. Also, travelers may team up in co-op mode for Короче. challenges. Ooh, more Говно, chances to play говно. together. I love it. Yeah. Кроме same. Скоромучи, Okay, ну, let's Скоромучи move on to our next пиздатый. event. Everyone's favorite game of И hide главное, and чтобы seek они is карту back показали. with the Ну, Wind Trace event. и And ну, of вот course, эту it's карточную going to be игру. another Все. co-op event. По сюжету And I, там for one, пока am ничего не super понятно, excited for пиздатый it. сюжет или Nothing нет. like a good co-op. Many of you might Обнова, already как be familiar обычно. with this event by Ладно, now. извините. But there have been a few changes. Не Let me знаю. introduce what travelers can Скучно. expect to see this time around. Скоромучи добавят, и то Probably skip some of хорошо. the basics this time. Карточную You игру know, добавят, players и either все. hide Это or самое главное. seek, and then- Я боюсь, Okay, что wait a сюжет second. опять There будет actually вода might be водой. some new travelers out there who've never seen this event before. So, why don't you start with some of the basics? Right, good point. Okay, let's start at the beginning then. This is a game with a long опять что ли history это, in прятки? mind. Travelers will be split into two different sides. Уже третий раз, кстати, по-моему, прятки, да? You will need to use skills and master Что они the art ничего of особо не hiding поменяли. or chasing down Они others to такие win же, this как и event. были.
The goal of the hunter is to capture all the rebels, while the Окей. rebels run or use other means to keep Прятки уже themselves from третий getting раз. caught by the hunter. Okay, that's straightforward enough. So, what else you got for us? Что-то не горю желанием Some еще раз travelers играть. may remember playing as the rebels and getting caught early in the game. Once that would happen, all you could do was spectate and watch the rest as the others continue playing. But this time Капец, уже around, полгода в once Геншине you're caught, задротил. you'll still be able to participate in the match even Я ради as сюжета observer. играю. По большей степени. Ну и потому что игра такая, прям единственная игра у нас на основе, основная игра на канале. Была бы именная карточка, было бы пиздато реально в Геншине, вот именно коллекционирование, ну что-то типа легендарок, которые другие игроки хуй выбьют. Вот это было бы нормально. Я над имбовая. И добавили бы в эти карточки еще NFT. Можно было зарабатывать. Вообще нормально. О, тогда бы засели. Вот это было бы мощно. Ну, я думаю, если да, вот что-то типа подобное сделали в Геншине, ну, с NFT там, была бы самая успешная NFT-ха. Ну, да, Михаил до такого не опустится. Oh yeah, you definitely should. The skill rebels used in previous versions of the game to place beacons can now only be used by players in observer mode. However, the rebels will be able to use an all-new Что там, concealing кстати, с beacon NFT skill. файтингом? This Ну, skill will allow you to deploy a я еще beacon джойстик for a set купил. duration and remain invisible Ну, там, while блин, you're Марбликс around падает, that. заебало. All Я играю, players, короче, including ну, your я rebel пока еще не teammates, купил will be джойстики. unable to see you while you're invisible. Бесит, каждый день этот сраный Марбликс падает, цена падает, бесит. Sounds pretty fun, huh? Yeah. Yeah. Я, So even if you боюсь, end up что being captured может by the либо не hunter at the start of окупиться, the либо game, очень мало you'll still be able принести to денег, participate что and assist не your стоило teammates. потраченных And усилий. different primo gems and Но other там, rewards. чтобы Ah, нормально the good зарабатывать, stuff. надо So be sure to в check it out. последнюю лигу прийти, а я не могу, не получается. Проигрываю часто. Ну или столько же выигрываю, как и проигрываю. Короче, мало зарабатываю, еще валюта падает странная. Очень боюсь, что не окуплюсь. Ну или не стоило потраченных сил. Ну, я пока вывожу, потихоньку вывожу денежки там. Я по 20 баксов, наверное, в день вывожу. Но это мало. То есть я нормально там вложился. Я азартный человек в этом плане. Завтра, кстати, надо будет тайскую банковскую карту сделать, чтобы нормально. Что-то мы опять новое... Извините, тут у нас Геншин, надо обновление обсуждать. 3 испытания, собери О, да, очень интересно. Ладно. Покажите карточную игру уже. Заработал что-то? Я вывел уже, не знаю, долларов 60. I know, but travelers should keep in mind that the challenge objective for each trial might be different. So be sure to check the objective and aim for that while proceeding. In terms of rewards, travelers can look forward to winning primo gems and other various prizes. Yes. Ooh, I like prizes. And last but not least, version 3.3 will also have leyline overflow events. Travelers can look forward to saving their resin and Что-то earning событий more and очень more много. and experience Они все boosts. перечисляют новые события, новые события. А, ну это типа удвоенная награда за артерии Земли, ну? Окей. Yeah. So, travelers looking to upgrade their characters won't want to miss this. Yeah, I mean, this is all good stuff. In addition to the new version's О, limited time events, да-да-да-да-да-да. version 3.3 will also Самое be adding важное. a new permanent game mode called Genius Invocation TCG. Самое главное. But before we get into that, let's take another quick break and enjoy Все, a кроме redemption скоромучек, все code. остальное хуйня. Yay! Slap that code on the screen. Там, видимо, сюжет будет связан с этой. С повелительницей ночи в
Немножко курочки. Наггетсов. Ну, посмотрим. Мне самое еще интересное, как они будут формировать колоды. То есть всем сразу полностью колоду дадут? Или как? Или мы ее должны собирать по сюжету? Или это будет... Ну, короче, посмотрим. Там карточная игра-то останется в игре, или это просто событие? Welcome back, everyone. During our journey into VAT, we've stumbled across several NPCs talking about a game called Genius Invocation TCG. So next, we'll introduce this card game that's been taking to VAT by storm. In the version 3.1 special program, we already revealed that Genius Invocation TCG will be a card game where we can challenge various characters and NPCs or battle NPC against можно your friends. сражаться. Или сразиться с друзьями. There's actually a legend behind this game. It is said that a young guy in Sumeru found an ancient casket of tomes in the attic. He opened it and discovered that the soul of an ancient TCG player called the Crocodile King had been captured inside. What a name. It turns out that the Crocodile King was King Deshret's viceroy, who battled an opponent named the Ibis King. During the match, the Crocodile King fell prey to his opponent's scheme and was sealed away in the casket of tomes. Ouch, game over. After being unexpectedly released by the kid, the Crocodile King possesses him and helps him to gradually climb the ranks to becoming a legendary TCG player. Nice. Hang on, is it just me, or does that kind of sound like the plot to a light novel or something? You're right. It turns out that Yai Publishing House is about to release a hit light novel series based on Genius Invocation TCG. Okay, now this is starting to sound like a plug for Yai Publishing House. Maybe. But anyway, that's the legend on how Genius Invocation TCG came to be. Though it's probably just a story they came up with for marketing the Блин, game. покажите уже So while игру. you were telling us about the story, I was over here researching the rules to the game. Basically, Genius Invocation TCG is a game where you Вот, use a надо собрать constructed deck колоду. of cards Мне просто to интересно, каким duel образом мы against an будем ее opponent. собирать. The objective is to defeat all of your opponent's character Ooh. cards. That's right. Also, there are many features and mechanics in the game that resonate with Genshin Impact's gameplay. So it shouldn't Видимо, be карта too еще hard for будет со players to стихиями get the hang of. как-то Right, I even взаимодействовать. saw some elemental reactions in the gameplay. Yup, a Дрюк constructed deck десятка. must contain character cards. Блин, они все And as you десятка. might Чё так expect, скучно? These character cards have a normal attack, an elemental skill, and an elemental burst. So when a character card deals elemental damage to an enemy, it will cause them to be affected by that element. Then you can switch to a Слушайте, character игра, card of a по-моему, different очень element продуманная. and Тут, use типа, their очень много abilities to чего. trigger an elemental reaction. Wait, did you guys notice that there are even monster character cards? Can we even make a deck of, like, just the monsters from the game? You're really getting into this, Max. Можно собрать колоду из монстров. I like card games! Who doesn't? So in Genius Invocation TCG, all actions require you to spend elemental dice. Each Элементальные round, дайсы? Это both что you and такое? your opponent will roll 8 elemental dice. Each of these elemental dice can have any one of 8 elemental attributes. Hold on, but there's only 7 elements in the world of Teyvat. You're right. So in addition to the 7 standard elements, there's also one called Универсальный the дайс. Omni element. The elemental dice required for a character card to perform an action correspond Что-то я to the пока character's element. ну, мало чего So, могу for понять, example, надо будет разбираться a уже pyro в игре. character like D-Luke needs either pyro or omni elemental dice to perform an action. А, все, я понял. Универсальный Yep, дайс. crystal clear. Also, elemental dice can be used to switch characters or play a variety of other cards, such as equipment cards, event cards, and support cards. All these cards create the potential for a variety of strategies. Right. While playing Genius Invocation TCG, travelers can earn player experience, which will increase your player level. As your level increases, you'll be Мы able даже to challenge уровень more будем characters повышать and нашей NPCs. колоды или уровень игрока By колоды. completing challenges, Ну, you may уровень earn игрока lucky игры. coins, new cards, or other rewards. Lucky coins can be exchanged in the event shop for cards, Ага, or то есть can карты even мы будем unlock покупать. dynamic skins for certain cards. Dynamic skins? Those are cards that have moving illustrations, right? О, That's right. у карт даже All скины character cards будут, can unlock нихуя a себе. dynamic skin.
Вы ли персонажам скины сделать не можете? Не, ну картун скины легче сделать, конечно. О, даже анимации, ёб твою мать. Они, ну, слушайте, над игрой они очень постарались. Да, ПВП-ха будет. ПВП-ха. А, чё? Это не будет рейтинга и не будет наград? Говно. Что за говно? Какого хуя? Просто так в это говно играть. Пизду. Даже нихуя, даже ранга не будет, блядь. Бля. Какой нахуй гвинт? Какой гвинт? В гвинде есть ранги, в гвинде есть топы. А это, ну, типа так, в свое удовольствие играет. Да идите в жопу. Не, шучу, игра, конечно, продумана. Мне кажется, они потом, может быть, ее отдельно сделают, отдельной игрой. Будет ранг, но только при игре с NPC, но это несерьезно. Это не ранг. Ранг с NPC, там уровень ты будешь повышать, а не ранг. Это немножко разные вещи. Это, наверное, как гвинт, но только в одиночной игре, вот в Ведьмаке. I think this is the end of our special program. So, I hope everyone enjoyed it, and we'll see you in game. Okay, bye! Bye! Okay, bye, everybody! Bye, everyone! See you later! Аратаки пиздат. Ну, чё могу сказать? Что могу сказать? Самый пиздатый Скоромучий, это важно. По сюжету я вообще ничего не понял. Дайте еще трейлер, может, первый посмотреть, потому что я что-то по сюжету мало понял. Там ни хрена непонятно. Короче, в сюжете они особо ничего не показали. Посмотрим, но я надеюсь, что будет что-то такое. Может быть, что-то будет интересное, но пока мало ожиданий. Что такое чувство, что главное в этом событии будет испытание смелости, а не сюжет Скоромучи. Это такие классные. So, is there really a ghost around here? Не, ну вот эта фишка, да, нет, на самом деле, не, нормальное обновление, извините, я тут немножко поныл. Вот эта фишка с... как она называется, как эта аркада называется? Чё он перестал? Арканайт или как он там? Это пиздатая тема. Скоромучий пиздатая тема. Ну и, собственно, карточная игра. Жалко только, ну, действительно, в карточной игре не будет рангов или подарков. Это, типа, реально ради веселья. Ну, такое. Ну, никакого стимула не будет на это. Доторе. In that case, I'll take some time for myself now. Squall and Fury. Слушайте, а может не будет этого сюжета? Ну, это будет просто как легендарный квест этого персонажа. Основного сюжета не будет. А еще новый персонаж. Самое интересное, что он там будет делать. Скоромуш. Ну да, они практически не показали сюжета. Не, ну, в принципе, это я, наверное, просто много знаю уже по поводу Геншина, потому что мне потихо уже устал. Хочется чего-то прям вау, но как-то вау-эффекта не ощущаю никакого. Ну, я много хочу, наверное. Ну, будем ожидать 3.3. Я очень сильно надеюсь на хороший сюжет. Там уже посмотрим.
И, конечно, карточную игру надо будет отдельно заснять. Ну и прикольное событие с этим шариком пуляющим. Это действительно фиха. Хоть что-то придумали. Что-то пытаются придумать что-то здесь. Ну и, собственно, Скоромуча. Тут, мне кажется, Скоромуча очень пиздатый герой. По крайней мере, дизайн классный. Сильно отличается. Да и по геймплею пацан летает. Ну что ж, через 10 дней посмотрим. Может, попробую Скоромучу выбить. Так. Давайте тогда уже я все. Думаю, видос еще успеть сделать. Блин, на самом деле столько игр вышло мелких. Ничего такого прям вау. Но, блин, надо было хоть что-то постримить. Но я, к сожалению, немножко забил болт. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждем обнову Геншина. Встретимся через 10 дней, собственно. Ну, а промокодики у нас в телеге. Спасибо всем, кто был. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ты в жопке играешь? Не знаю. А, в жопке, господи. Не, я забил. Я в куньку, короче, вернулся. Что-то в жопке я забил. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем удачи. Всем пока. А, сегодня, может, с другом это в ПК. Я говорю, блин, я спать уже хочу. Не знаю, смотрим. Времени мало в суток, ни хрена не успеваю сделать. Вообще. Splatoon Mobile вышел. Ой, Splatoon Mobile был. Ну, там, по-моему, ничего особенного. Кто смотрел, там ничего особенного. Что типа Splatoon уже давно вышел. Ладно.